Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей и мой магазин magic-wand.me. И сегодня я покажу вам крутой мастурбатор на новых, можно сказать, технологиях, хотя старее, чем обычный электромотор с движущимися элементами, я себе представить не могу. Первый движущийся элемент скорее был паровоз. Ну вот что-то вроде, но тем не менее у него есть как огромные плюсы, так и небольшие нюансы. Про все я вам честно сегодня расскажу. Как всегда, он, конечно же, пользованный, поэтому доставать я его буду уже из открытой коробки. На входе мы получаем вот такую коробочку с кучей всего. Здесь написаны все его плюсы. Интенсивное, значит, что-то там. Имитирование минета. Нет, нифига не минета, обычный фрицель, но очень качественно, кстати. Там батарейки, что-то еще, там все из каких-то материалов, тому подобное. И то, что он работает от розетки, да, внимание, он не аккумуляторный, он работает строго от розетки. При этом, кстати, розетка у него сделана как у Doxy, вообще один в один. Вилка идет, блок питания сам. Ну, блок питания сам делается в Китае, поэтому тут не важно. У меня был один странный клиент, который говорит: здесь написано Made in China. Я говорю: где? Он говорит: вот на блоке питания у Doxy. Я говорю: а вы реально думаете, что кто-нибудь, может, и провода они должны были в Европе сделать? Или там, например, я не знаю, сам силикон вырастить, там поля. Все же знают, что в Англии очень много каучуковых плантаций. Ну, в общем, чувак потом все-таки возымел мозг и просто написал в Doxy, и там подтвердили, что действительно я у них покупаю. Купить можно вот здесь, вот есть ссылка, подсказка. И также есть ссылка на этот товар у меня в магазине в описании. И первым же постом я прилепляю ссылку, потому что не все знают, как открыть описание. Мы получаем примерно вот такую штуку, только вот эта вот пластинка, она запакована в целлофанчик изначально. Она служит для того, чтобы силикон не слипался во время перевозки. И также она служит, чтобы установить вот эту фигню туда-обратно. Так, достаем. С ним ничего у нас не случается. Эта штука имитирует губы. Там еще есть попка и вагина, кому интересно, но внутри они, по-моему, одинаковые. Вопрос только вот этой части. К ней нужно большое количество, причем достаточно густой смазки. Satisfyer либо тенговские вам вполне подойдут, потому что все это будет постоянно находиться в движении. Это не вибратор, здесь нет виброэлементов. У меня была когда-то Tenga, самая-самая крутая, Zero 0, но я к вибрациям отношусь так себе, они мне не очень. Кому-то из мужчин они заходят, мне не очень. Поэтому для меня было очень круто, когда сделали вот эту штуку, которая умеет двигать. У нее внутри находится механизм, который, собственно, двигается. Сейчас я вам продемонстрирую это. Мы его включаем. Он у нас поджигается, зажигается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 режимов. Из них сколько-то просто скорости, а сколько-то какие-то рисунки. Только напомню, это не вибрация, там двигается механизм. Можем даже посмотреть. Он двигается с разной частотой. И всему этому можно еще управлять скоростью. Вот эти кнопочки, они, соответственно, показывают, какой рисунок будет выбран, либо какая скорость. Я, честно говоря, уже достаточно интуитивно им управляюсь с ним в постели. Поэтому я сейчас не помню, как эти кнопки работают, но там особо умного ничего не надо. У него всего лишь есть, я говорю, разные скорости и разные рисунки. Вот эта кнопка управляет у него рисунками, вот это вот, соответственно, управляет его, насколько быстро или медленно он двигается. Также у него есть пауза. Иногда это кому-то будет нужно. Напомню, что так как я занимался пролонгированным оргазмом, то у меня после оргазма ничего не заканчивается, еще продолжается минут 10, может продолжаться. Привет, мальчики, которые не могут больше, чем минуту. Но для вас я тоже сделаю скоро видео, отдельно я покажу аж 2 устройства и как все это продлять. Как вы слышите, у него там работает вентилятор, чтобы охлаждать двигатель. Штука может работать реально хоть минут 15-20, все замечательно и хорошо. Собирается, в эту штуку достается, вы ее моете, в ней дырочек нет, поэтому мыть ее нужно очень тщательно. Засовываю туда внутрь пальцы, но когда она с мылом, все это легче, сейчас в него ничего не засунешь. После этого оно втыкается вот туда-обратно. Вот так просто упихивается, я бы сказал. А вот этой штукой вы его туда как бы запихиваете в глубину. В общем, установка обратно не такое быстрое дело, поэтому вот, наконец-то он там встал. Если что, вот такие штуки тоже продаются, если вы вдруг с какого-то раза его повредите, хотя у меня, я уже раз 10 мыл, он не поврежден. Да-да-да, бойтесь меня, я сейчас показываю пользованную игрушку.
вынимается эта штука. Эту штуку можно засовывать с маской, если вы совсем боитесь за эту штуку. Я просто за нее не сильно боюсь и не переживаю. И, собственно, опять мы его все включаем, и он поехал у нас двигаться. Там действительно происходит механизм, он сейчас двигается вверх-вниз. Это не как остальные мастурбаторы, этим он крутой. То есть это такая фак-машина для мужчин. Есть нюансы. Это все-таки не секс и не мастурбация. Если вы думаете, что вы воткнете свой член в эту штуку, и она вам классно отмастурбирует, нет. Наше давление на наш пенис, когда мы дрочим, достаточно сильное, и делаем мы это достаточно быстро. Такую скорость, она, конечно, развивает достаточно большую силу, но зажим вашего пениса она не развивает. И вам реально придется где-то раза 3, 4, 5 с ним поиграться, пока вы сможете в него кончить. Это не так легко. Как я говорил, вообще со всеми мастурбаторами кончить достаточно тяжело. По первости, потом привыкаешь. Но бонус в чем? Сюда примерно кончаешь как в вагину, и поэтому мы не привыкаем к тому, что мы занимаемся мастурбацией. Да, то есть я говорил, есть проблемы сейчас, многие сексологи бьют тревогу, вернее не сексологи, бьют тревогу всякие андрологи. Любой андролог скажет, там, или гинеколог, который, вот, очень много мужчин смотрит порнографию, там все эти лица меняются, это так ужасно, мужчина потом не может кончить с женщиной, это надо прекратить. Нет. Для этого можно взять любой мастурбатор или даже женщину и заниматься сексом без самоцели кончить. Вот поверьте, раз за 5 с этой штукой вы прекрасно научитесь в нее кончать. Не надо говорить сразу, у меня ничего не получилось, она неправильная. Она правильная, просто ваша манера мастурбировать, она отличается от любого другого воздействия. Ну, нормальный мужчина, он, и особенно как повзрослее, то мы же прекрасно знаем, что и на минете нам уже кончить сложно, и на обычном сексе. Это вопрос привычки, но если мы привыкаем, все потом идет нормально. У меня вот для девчонок такой бонус. Если они не боятся, что мужчины не кончают, то секс может продолжаться 30 минут и как бы так сколько-то раз. Потом, да, все это дело выстраивается, и минут за 5-10 все нормально у меня происходит. Но по первости, когда там девчонка новая, мне нужно с ней как бы какое-то время провести. Ну, поэтому я к случайным связям отношусь так. Я могу там все что угодно делать, показывать себя супер мужчину. Но если получается, тоже опять не со всеми у меня получится, с кем-то у меня там просто-напросто стояка нужного не будет. Вот. И как бы для того, чтобы с ней что-нибудь было, нужно какое-то время должно пройти. Но, правда, если у меня был период, когда я делал эксперимент, тогда девчонки чаще менялись, тогда мне было легче. Вот. Это такой ликбез. На самом деле, сейчас кто-то, зачем он это рассказывает? Я рассказываю это мужчинам вам, чтобы вы понимали, что вы такой не одинокий, и все это легко решается. И это не ваша эксклюзивная проблема. Вот, еще раз говорю, 5 сексов с женщиной или с мастурбатором, когда вы не ставите цель кончить, и прекрасно вы будете это делать и в нее, и применить, и все на свете. Штука действительно потрясающая. Это действительно первое устройство, которое нормально работает мастурбатором без моей помощи. То есть он так ставится. Она не очень легкая, но когда оно под своим весом давит мне на лобок, мне уже, в общем-то, все равно. И да, и достаточно большое количество смазки. Те, кто любит, смазал, чуть головку засунул, не получится у вас просто с ним ничего. Вам будет больно. Там нужно большое количество смазки и достаточно густой. Ну, можно и жидкой, например, какой-нибудь Pure, тоже он прекрасно подойдет, но его придется менять каждые минуты 3. Это не очень удобно. Это силикон, поэтому далеко не каждую смазку силиконовую можно использовать. У Pure есть Toy Love силиконовая. Там специальный силикон, чтобы можно было использовать с силиконом, она длинная. Скоро я вам покажу супер смазку, а про нее просто весь свет уже там оговорил. Она не очень дорогая. Называется Liquid Silk. Скоро я сделаю на нее большой обзор. Хотел примерно вот на этой неделе, но, видимо, чуть-чуть неделька еще пролетит, потому что мне нужно, чтобы девчонки протестировали на себе. Там комбинированная смазка, она водно-силиконовая. Вот, и там силикон, который можно использовать с игрушками, вроде как. Мне нужно посмотреть, не растворятся ли игрушки и не растворятся ли девушки, используя ее. Это не опасно, у меня там операторы такие глаза делают. Ну ты сказал, не растворятся ли? Не растворятся, нет. Это же была шутка, там вопросы аллергенов и прочее. Я должен убедиться, что она хорошая. Итак, с вами был Чалышев Сергей. Вещь под названием Auto Blow. Такая секс-машина для мужчин. Никому не отдам. Но у меня есть еще, так что можете покупать смело. Магазин magic-wand.me. Auto Blow. А я с вами прощаюсь.